Мы решили ввести формат подкастов, где мы будем обсуждать все возможные темы и касающиеся даже не только перманентного макияжа, вообще нашей жизни, наших мыслей, на всякие вообще все происходящие с нами события. Меня зовут Елена Нечаева, я думаю, вы знаете меня, на всякий случай представлюсь. Это мой муж, с которым мы вместе уже сколько лет строим бизнес. Перманентно макияж. Строим. Не живем. Мы по дочке считаем, кстати. Дочке будет 18 плюс 2 года. 20 лет. Мы вместе строим с 2011 года. В этом году 13 лет, как мы вместе работаем. Угу. И о чем мы сегодня говорим? Сегодня у нас на повестке несколько тем. Сейчас. Хуй стесняться. Ты будешь... Да, что ты там сказал? Ты как привык от Теслы прятаться, да? Такой из-за угла. Тренерский курс. Студия в Шарлотте. Это мы живем сейчас в Шарлотте, США. Особенности бизнеса в Америке. Это аренда, бизнес-план и так далее. Конкуренты в Шарлотте. Про Короб и ее тренерский курс. Это все отдельные темы? Это все отдельные темы на сегодня. Мы сегодня их разберем. Отберет ли BrowFlow работу? Это новая техника. Какие перспективы? Производство пигментов в США. Иммерсивная школа, которую мы планируем делать. Да это все темы супер глубокие. В смысле мы их все разберем? А почему нет-то? Мой стартап, по вершкам. Да? Поболтаем, да. Проблемы с огружением США, как дети адаптировались, что их ждет, конференция и наши ожидания. Так, давай про тренерский курс. Расскажи мне, почему до сих пор нет тренерского курса от Елены Нечаевой, которая обучила и подготовила, наверное, больше людей, действующих мастеров и тренеров, чем кто бы то ни было на территории постсоветского пространства. Почему ты? Ну, потому что я считала, что я не имею права на это, что тренером может стать человек только когда он дошел до определенного уровня развития. И когда мне говорили, тренерский курс нам нужен, я всех посылала саморазвиваться. Ну, реально, я говорила, читайте больше книжек. Если у вас много знаний, ну, начинайте учить. У вас все там у самих получится, потому что, когда ты начинаешь учить, ты понимаешь, что не то говоришь, какие там нужны какие-то подсказки, ну, короче, не знаю, у меня так это получилось. Я думала, у всех так должно. А расскажи, как ты готовила тренеров? У нас была сеть студий, и мы готовились же. Ты каким-то образом ты же готовила этих тренеров? У меня эта подготовка осталась за кадром, я не знаю. Расскажи мне, как ты готовила тренеров в студии? Ну, был алгоритм определенный, то есть вот приходит мастер, вернее, если это другой город или если это город, который мы только открываем, и там еще даже студии нету, им даются дистанционные задания, то есть с самого начала я там даю штрихи, волоски. Подготовка тренеров. Я про это. Тренерами становились всегда очень опытные мастера. Причем были мастера очень классные, опытные, которые не могли учить, они не могли 2 слова связать. Прикол это было. А были мастера такие крепкие строечники, но так классно говорящие. Вот помнишь, Марина из Воронежа у нас была. И так хорошо объясняющие даже то, что сами они делать не могли. Это удивительно, но, как говорят, что кто не умеет, учит. Иногда это срабатывало. Но я их выбирала. То есть я, наверное, да. Мы потом ввели критерий, что мастер только из зеленой зоны может обучать. У нас было разделение, помнишь, да, по зонам. И если он, между желтой и зеленой, то, норм, потому что они туда-сюда у нас мигрировали. А самих тренеров ты готовила? То есть была какая-то программа, как ты учила их учить? Или, может быть, они обучали внутренних мастеров, а потом выходили на внешних студентов? Как это работало? Я учила, у меня были платные курсы с какого-то там махрового года, и когда обучение поперло у меня, мы начали открывать студии во всех городах, где есть опытные мастера и где есть спрос. И все, кто тренировал в других городах, приезжали ко мне в Краснодар и со мной проходили несколько обучений, где я им показывала, рассказывала, что нужно говорить, как нужно общаться, в какой момент подойти. Потом они обучали, и я наблюдала.
И потом уже они уезжали в города, и там обучали внутренних мастеров при расширении и коммерческих мастеров, которые приезжали на обучение. У нас была программа, там было пошаговое просто написано, что делать, в какой день, что говорить, вообще какие уроки давать, какие там, в какой день, когда модели начинать. Все это было прописано просто. Сейчас я уже не помню. У нас были разные совершенно форматы, помнишь, длинные, короткие, там везде разный был вот этот вот алгоритм действий. Но если ты обучала своих мастеров, почему ты подсознательно отказывалась или отказывала другим в обучении своему мастерству или мастерству преподавания? Ты же хороший преподаватель, покопайся в себе. Я могу ответить. То, что все те, кто мне писали, я помню, я лазила на их страницы, смотрела, и думаю, там многим я говорю, куда тебе учить? Почему ты спрашиваешь меня, как учить, если у тебя супер дерьмовые работы? Они бы у нас там колыхались между красной и желтой зоной. То есть как это вообще работает? А получается, я не должна была в это погружаться. Я должна была просто, типа, открыл университет и пришел, кто хотел. А как у него там дальше получится, его проблем. Кто-то красный диплом получил, кто-то еле дошел до конца. А там же мы такую же ошибку совершили с пигментами. Да, это экологичность. Мне казалось, что... правда, мне казалось, что я не имею права, давать или не давать возможность кому-то учиться. То есть, когда мне говорили тренерский курс, я представляла, что самое важное, что самое сложное было у меня, когда я учила. Особенно, когда ко мне приезжали опытные мастера. И это ошибка, кстати, то, что они были опытные. Ко мне приезжали звезды, ко мне приезжали прям там чемпионы на VIP Advance, какие-то звезды свои вот там из стран, где они живут, из разных. И к ним нужно было найти подход. То есть они не сидели с открытым ртом и не слушали меня. Они там были с короной на голове. И там день-два было какое-то сопротивление, пока я не найду там лазейку к сердцу, так сказать. Когда они такие, все, ладно. Yes, teacher, помнишь, как вьетнамцы говорили? И я думала, вот это вот основное. То есть психология общения, например, со студентом, когда ты должен его раскрыть, расположить к себе, когда он должен тебя понимать, слушать и повторять то, что ты говоришь, потому что особенно опытные мастера, они приезжают со своим бэкграундом, и они не могут перестроиться, и они считают, что они вообще все сами знают. И, там вот такая сложная взаимоотношения, сложные с... А с новичками я, видимо, тупанула. Они-то реально приходят как пустая бумага, им просто надо дать комплекс. А ты базу даже и не обучала. У тебя было несколько базовых курсов, где ты натаскала, насколько я помню, я приходил и делала репортажные фотки. Да, базовые я всегда сплавляла мастерам. Да, и ты просто отдавала базу своим внутренним тренерам, которые это топ-мастера студии, а сама занималась VIP Advance, это переподготовкой уже действующих мастеров, которые уже пришли к тебе. И поэтому ты, возможно, подумала, а что там учить? Вы сначала дорастите, да? Это была ошибка. Расскажи, почему это была ошибка? Это была ошибка, потому что мне, вот я говорю, мы разговаривали с моими подписчиками в Телеграм, и вот Артем Рамирес мне прям глаза открыл. Но ты мне говорил учить, мне не хотелось от этого учить, и мне все время все равно казалось, что что я буду учить, кто я такая, чтобы учить. Но это эффект самозванца, да? А он мне сказал, ты посмотри, ты вот воюешь с этими пиявками, а ведь они появились, потому что ты не рассказала, как правильно строить брови в свое время. Я и такие, как мне, такие, как я, подобные мне учителя, которые красиво делают, про красоту, которые про натуральность и вот это вот все, а не про километровые брови, видны из космоса. И получается, я и другие такие в тени находящиеся хорошие мастера позволили заполонить просто постсоветскому всему, все русскоязычные мастера, уже это, наверное, и в Европу пошла дрянь, делают эти пиявка брови. Просто потому что люди эти не умеют строить, они не умеют по-другому работать. Я поняла. Потому что когда так долго тебя поливают говном, скажи, да, я долго поливаю говном, видно, что люди со мной согласны, потому что, не знаю, сколько там миллионов этих репостов, все просто кричали, вопили, да, этот надоел, этот кошмар. А эти люди не меняются. Я думала, они изменятся, правда. Я думала, что они станут делать красиво, потому что вот же как делать красиво. Все просто. Они, видимо, просто не умеют. И все, я вот сейчас поняла. Либо они упертые, упоротые просто, типа назло кондуктору, назло маме отморожу уши там или что, не улучшаются. Я не знаю, мне...
Мне кажется, я далек от профессии мастеров. Мне кажется, что они дают легкую таблетку. И они сами научились пошаговому алгоритму создания вот этих пиявка-бровей при помощи ниток и не видят, как украсить лицо. Ты об этом говоришь. Да, я тебе говорила об этом. И они на самом деле, получившись, когда у них получилось так, они все классно владеют обработкой фотографий, они все классно фотографируют, контент снимают, и они упертые, все просто. И у них получилось, и они, давай я расскажу всем, как делать так. И успех, и парадоксальный, мне кажется, успех этих курсов в том, что большинство людей не готовы работать. Им нужен легкий алгоритм. Ты вот сегодня сказала очень классно, как там, я не хочу работать. Я хочу волшебную таблетку и денег. Ну, в смысле, ну да, это нормально для женщин, наверное, не знаю. Для женщин или вообще для всех? Для всех, я думаю. И я понимаю, что, наверное, 9 из 10 мастеров не имеют художественного образования. То есть они не умеют рисовать. Кто-то там где-то когда-то, может, и учился, но основное количество нет. Пришли из других профессий. И эти люди, которые не умеют рисовать, они не хотят много тренироваться, много работать, тратить много реально времени на то, чтобы вырасти в мастера. Они хотят, нитками же можно строить. Зачем я буду вот это мучиться там что-то. И все, они идут к таким же, как они, которые тоже не умеют, научились вот так и так же делают. Ну, типа, они же делают, они же великие, они же по конференциям ездят, первые места занимают, и вот это все заменилось как бы. Сейчас это как голый король, голый король, да, голый, все, смотри, в смысле, он одетый, а он идет голый, да, и все, пока там какой-нибудь мальчик не закричал, да это же уродливо. Вот я тут мальчик, я ору, это уродливо. Сейчас вот голый король должен сказать, я голый, боже мой, и свалить. Или одеться. Вопрос к тебе. Если бы Короб и Мира вдруг стали бы делать работы, которые ты считаешь красивыми, ты бы создавала тренерский курс? Не знаю, может и нет от лени. Я же тоже ленивая. Это большой объем работы там надо. Я видела их уроки, честно скажу. Мне присылали много, и у меня есть где их посмотреть. Я видела, я понимаю, что там по вершкам все пробежались. И теперь вот я понимаю, если я хочу сделать тренерский курс, я не хочу так же делать. Это значит, мне надо сделать огромную работу, а мне прямо как базовый курс, мне это неинтересно. Ну, вот поэтому еще, наверное. Ну, правда, это как, ну, типа, написать букварь там для учеников, когда ты уже там пишешь стихи, как Пушкин. Я, конечно, сейчас нескромно преувеличила все. Вот это еще, наверное. И что тебя мотивирует? Но я приехала в новую страну. Здесь можно заработать, я просто глядя на них, как они зарабатывают, меня это мотивирует. Я люблю деньги, никогда не скрывала это. И в этой новой стране я сейчас откатаю на российском рынке программу, улучшу ее, возможно, всю ее переведу. И здесь буду это продавать. И здесь я просто должна, как Скрудж Макдак, где он нырять в доллары. Но потому что здесь мне тоже спрашивают, а когда будет тренерский курс? Здесь я не должна упустить эту волну просто. Моя аудитория, я думаю, основная моя работа в будущем, она здесь находится. Я сейчас учу английский язык, тем более, что сейчас появились нейросети, которые можно даже не учить английский язык. И мне надо просто прописать реально классную, крутую программу, лучше, чем у них, у этих двух барышень. В чем феномен популярности тренерских курсов? Во-первых, я раньше винил всех этих инфо-цыган, всех этих блиновских, тарологов, астрологов. Потом я перестал это делать после того, как я послушал, есть чувак, который создал AMA CRM. И они пригласили на одну из своих конференций Блиновскую. И когда у него спросили, зачем ты это сделал, он сказал, что, говорит, вы не понимаете. Не имеет значения, какой он хороший, плохой, это вторично. У общества на этого человека есть запрос. И он всего лишь соответствует запросу. То есть у общества большой запрос на карту желаний, чтобы я подумала об этом, отпустила шарики, и мое желание исполнилось. У общества большой запрос на то, чтобы посмотреть и все в соответствии с гороскопом сделать. Если есть такой запрос, будет индустрия. Нам это странно, мы не можем, как эмпаты, это понять. Мы не можем понять глупость этих людей и нелогичность их поступков, но тем не менее запрос есть. Реакцией на этот запрос явилось появление у тебя тренерских курсов Миры
и короб. Вопрос. Каков этот запрос? Ты можешь его сформулировать? Хочу больше зарабатывать. Они считают, что для мастера перманентного макияжа нету другой дороги. У него их две тропинки. Одна извилистая тропинка, когда он мастерство растит и чек свой. Но для этого еще все-таки важно, то, что есть очень классные у нас мастера в амбассадорах, которые живут в микроскопических городах, и там убейся, разбейся в лепешку, ты не будешь много зарабатывать. Нету денег у населения. Им надо переезжать. Растишь мастерство, зарабатываешь много денег, находясь в каком-то большом городе, где это возможно. А второй вариант – это обучать других. А здесь попроще. Ты можешь, живя в Жапосранске каком-нибудь, запустить онлайн какой-нибудь, упаковаться, там, создать себе страничку, нафотошопить работ, потому что никто к тебе не приедет и не увидит их вживую. А фотошопить можно просто феерично. Я вот недавно рилс выпустила. Я уверена, там такая обработка идет у всех. Они этому учат. Мне, кстати, после этого рилса написало огромное количество людей. Ты, может, тоже видел? Написали люди, которые... Я была у нее, это был кошмар. Они сразу сказали, скачайте платную вот эту программу для обработки. Сегодня мы, все работы с вами украсим. И я, за этим ехала, там мне написали. Как я и говорила. Два пути: зарабатывать, увеличить чек. Тяжелый путь мастера, который это делает медленно, наверное. И легкий, быстрый путь – это отфотошопить страницу, изменить ее, закинуть рекламу, стать крутым. Может быть, сказать, что я сама заработала, смотрите, вот моя машина новая, потому что это пыль в глаза пускает. Что меня раздражает больше всего? Вот эти: сумку купила, часы какие купила, Cartier, все хотят Cartier. И а я жила в бараке, а теперь я вот звезда. Все, вот он кейс, который манит всех остальных, и они как дуры просто идут в надежде на то же самое. Как ты думаешь? А можно ругаться? Да, вообще не стесняйся. Как ты думаешь, можно ли сделать так, чтобы, вернее, возможно ли, чтобы все люди, или большинство, которые прошли подобные тренерские курсы, в долгосрок заработали денег? Ты веришь в это? Нет, конечно, нет. Я об этом все время говорю. Они могут стать успешным кейсом в короткий срок, упаковав страницу, запустив рекламу. У них, между прочим, у школы тоже есть сарафан, потому что я не давала, помнишь, ты же знаешь, я должна объяснить, я не давала никогда рекламу на VIP Advance. Просто из рук в руки передавали. Ехали, пока не началась. Я, во-первых, выгорела, устала очень от этого, 2 года я учила. А во-вторых, ковид начался, и мы сели все по домам. Они запускают рекламу какое-то время. Еще в чем проблема? Вот мне наша амбассадор Алена говорила. Она говорит, куда ни плюнь, реклама вылезает, обучение, у всех одинаковые картинки. Они же все одинаковые, они ничем не выделяются, не уникальны совершенно. То есть у них у всех одинаковые аккаунты и работы. И когда кто-то начинает хотеть учиться, он не пойдет к этому мастеру. Понимаешь, он пойдет к тому мастеру, забрендованные картинки которого используются. Понял? То есть зачем мне идти к этой если у нее есть какой-то ее учитель, который этому всему научил? Все. Какая-то часть на них остается, естественно. Но когда просто, не знаю, ты не уникален, и вокруг тебя там сотни таких же... Я думаю, если я сейчас начну искать, хочу стать мастером, на меня, наверное, будет догонять реклама постоянная вот этих людей, которые запускают таргет. Да? Это же так работает? Mm-hmm. И как из них выбрать, если у них одинаковые губы, брови выставлены, эти пиявки, обработки? Тебе, в общем, где нравится... Где подешевле, может быть, я выберу. Демпинг начнется. Да. Да, ты помнишь, когда мы обучали в школах, что очно начался демпинг тоже, все начали тоже обучать везде перманентный макияж, школы, и это стало невыгодно. То есть стало реально быть выгодно хорошим мастером, а не учить, потому что ты отрываешься от работы неделю, ты там с ними возишься, носишься, и базовый курс стоит там какие-то 70 тысяч. То есть за это время ты бы заработал больше денег, мастерство увеличилось. А там проблема не в этом, помнишь? Куцеволова жаловалась, по-моему, что после того, как она пошла попреподавала, а тут заявок до хера, и куча людей хотят учиться у нас, они приезжают, она не отказывает, но она там 2 недели подряд преподавала таким образом, и у нее вырубила сарафан, просто вырубила. Да. У нее вырубило сарафан, потому что люди перестали... нет достаточно большого потока для рекомендаций.
И никто на тренерских курсах это не говорит. Никто не... Да зачем? Они говорят о том, что вот я подписывалась на кого-то, то ли на Короб, то ли на Миру, ну, типа, как путь этот проходит. Меня просто залили этими кейсами, типа, каждый день, а вот еще смотри кейс, а вот еще смотри. Я заходила, смотрела на эти страницы, на этих мастеров, я реально смотрела, я понимаю, что я не верю, что она зарабатывает какие-то сотни тысяч. Это же порочный круг. Это когда-то в бизнес-молодости было, и там еще где-то вот эти кейсы, которые не настоящие, когда ты находишься в среде, где у всех все получилось, тебе стрёмно сказать, что а ты-то, блин, лохопендра, у тебя не получилось, ты начинаешь привирать, а машины все купили, типа, ага, ничего себе, пойду-ка я с соседской машины сфоткаюсь или как это сказать, в кредит куплю машину. Буду выживать, зато сделаю вид, что я успешный успех. Ну, я думаю, что таких меньшинство все-таки. Большинство у них не получается, и они думают, что проблема в них. У всех же получилось. Никто не винит тренера тренеров. Никто не винит. То есть, смотри, несмотря на то, что сарафан умирает после того, как ты запускаешь обучение, а зачем все-таки ты этот тренерский курс делаешь, если он может навредить мастеру? Да, мне насрать. Это их проблемы. Но нельзя так, это надо вырезать, да? Не, мы оставим это. Но почему? Я денег хочу заработать. Ничего нового. Что думаешь, я мир хочу спасти? Я им дам просто качественную реальную информацию максимально. Но это просто это. Я не знаю, что ты... Я должна, может, что-то другое сказать? Не, ты, боюсь, забыла, как ты сама работала мастером. То есть, когда ты работала мастером, почему ты перестала работать мастером? Почему перестала принимать клиентов? Можешь описать свои эмоции? Ну, мне надоело. Как только я заимела возможность не работать мастером, я счастливо перестала это делать. А зачем тогда ты обучала? Кого? Других людей, базовиков, которые приезжали на курсы. За денег. Ну, мастерам же тоже деньги платили, у тебя большая была цена. Там чек больше, еще я потом делегировала, прошла этот путь, отдала своим мастерам, у меня же куча студий, они работают на меня, а у меня деньги льются рекой. Также была идея такая, что я не хотела сделать мир лучше, я хотела денег заработать. Зачем наши топ-мастера шли преподавать? Они же, у них высокий чек, они зарабатывают нормально денег. Зачем им преподавание? И при этом, возможно, они... Статус меняется, может? Может быть. Типа ты гуру становишься, тебе в рот заглядывают, с тобой фоткаются. Вот это? Да, конечно. Я из-за этого стала. Да. То есть одно дело, это ты с пониженным статусом должна целовать в жопу клиенток. Другое дело, когда на тебя смотрят как на гуру, ты умничаешь, ходишь и учишь жизни. Вот и все. Это очень, на самом деле... И я из-за этого? 100%. 100%. Я уже не помню, это было очень давно. 100% это внутренний учитель живет внутри каждого из нас. Все хотят выебываться, показать, как сильно он крут. И в том числе это игра статусов. И многие не понимают, насколько это опасно для их сарафанного радио и как это убивает их. У нас большое количество мастеров было. И сколько у нас тренеров только в Краснодаре было? Человека 4? 4 человека мы в нашей студии в Краснодаре сделали тренерами. И у них, я анализирую их загрузку. У них, например, базовый курс длится месяц. После месяца у них забито прям, ну, потому что клиенты забиваются, допустим, там, 4-5 дней. Просадка потом. А потом просадка такая, что они получают зарплату и такие, а нафига? Многие перестали, кстати, обучать после этого. И эта математика такая, очень прозрачная, поэтому вы подумайте, прежде чем решить идти на тренерский курс, нафиг это вам надо. Моя позиция такая, дети, которые живут в каждом из мастеров, хотят развлечений, с одной стороны, потому что они запарились работать в своих городках небольших, кабинетиках, может быть на дому даже, может быть нелегально. Они хотят развлечений. Второе, это они хотят волшебный пендель, чтобы их там, давай, ты сможешь, давай, и их тащили. И это работает. Ну, правда, это волшебный пендель, это прикольная штука. И третье, они такие, ну, ладно, если я даже не стану тренером, то хотя бы я прокачаю свои навыки и пойму, как вот... Кстати, расскажи об этом, потому что ты мне говорила о том, что
даже когда ты чего-то не знала и обучала, в момент объяснения каких-то вещей у Ну тебя да. инсайдило. Расскажи об этом опыте, потому что об этом опыте никто не знает. Это было постоянно, но, возможно, это было со мной, потому что меня-то никто не учил, как учить. И я вообще, у меня было много дыр, когда я начала учить. А учила я там со 2-го месяца работы уже Лену, я помню. И мне надо было что-то объяснять. И мы с ней вместе думали, не могли понять, как это работает, там, почему так заживает или не так. Еще, короче, куча была. Сейчас, конечно, больше информации уже у меня так все встало на свои места. Но было много раз, когда я что-то объясняю, прозревала просто сама, потому что или когда я вижу ошибку, которую даже я сама совершала, когда ее кто-то совершил, я видела, как ее исправить и как объяснить и показать. Ну, короче, это очень прикольно, когда ты учишь для саморазвития, для тебя самого. То есть я такая, и плюс еще это очень круто, что почему я стала любить работать с моделями, потому что я вообще страшный экспериментатор же. Не знаю, я реально люблю что-то менять все время. То краски, то иглы, то технику, то машинки. Я все время экспериментирую. И на моделях это можно делать условно безнаказанно, потому что с клиентом ты носишься, он должен уйти довольный, он должен привести тебе другого клиента. А с моделью плевать вообще, что там будет. И можно все что угодно пробовать. И Расскажи тогда про свой тренерский курс, который ты сейчас пишешь. Чем он будет отличаться от Коробовского или от Миры, где она обещает x10 на секундочку? Сколько иксов сделают твои студенты? откуда я знаю? Я не буду ничего обещать. Я не буду обещать золотых гор. Я просто могу пообещать, что я дам всю информацию, которой владею я. А у меня ее все равно, я подозреваю, больше, чем там у них, у всех, потому что за столько лет обучения, за столько лет онлайна, за столько лет руковождения, или как сказать, огромным количеством мастеров. Управление, руководство, да, наверное, можно сказать. Я съела собаку, и не одну, в отличие от них, потому что у них никогда не было такого бэкграунда, как у меня. И мне кажется, все равно я мастер лучше, чем они. Это понятно, что ты крутая, у тебя общие компетенции выше, но если мы скажем, если мы со стороны мастера, который вот сейчас, прикинь, нас смотрит сейчас мастер, который хочет пойти на тренерский курс, по каким причинам вторично, это вообще не имеет значения. Вот он хочет на тренерский курс, у него есть выбор, рынок предлагает ему X10 Мира Шахмарова, у Короб, как это называется, метод Хич, да, метод Хич Короб, и твой, как он, кстати, будет называться? Голгофа. Голгофа. Почему? Ну, тяжелый путь на гору, где ты умрешь. Так и хочется купить, да? Ну, правда, как ты назовешь его? Я не думала еще. Блин, вот это меня бесит. Меня бесит то, что шоу пришло в жизнь вот эту. Что мастерам нужно делать какие-то мультики, картинки, вот эта дичь. Это вообще не нужно. Это я видела эту всю недоинфографику, которая преподается, показывается в виде там пособий. Детский сад козюлька просто меня бесит. Я не хочу заниматься. Вот что делать? Я не хочу выпускной делать. Я не хочу там плясать. Не хочу я этого. Чего делать? Не делай. А как не делать, когда всем это нравится? Не всем. Ты спроси у людей, кому это нравится, кому не нравится. Они тебе напишут. Просто ты не дала никому вообще тренерский курс. И такая, да, все будут плясать, и мне это не нравится. Вообще не факт, что все. Вопрос, чем ты будешь отличаться? Ну, ты крутая, окей. У тебя есть опыт преподавания, это все понятно. А чем будет отличаться твой продукт? Программа будет отличаться, например, там, от Короб? Не знаю, ты скажи. Скажи, я не знаю. Я не знаю, что сказать. Ну, у тебя же есть программа? Я же не знаю программу Короб всю идеально или это. Что там у нее внутри. То, что я видела, была херня из-под коня. Еще раз. Что ты сделаешь в тренерском курсе, что не сделает Мира или Ира?
Что ты дашь такого? Ну, это на самом деле конкурентное преимущество, которое отличит тебя от них. Что там будет вообще такого? Ну, понятно, что программу я не прошу у тебя подробную, но какие-то отличительные особенности ты можешь дать? Я не знаю, что ответить. Подскажи мне. Я не подскажу. Ты же пишешь программу, ты же там целыми днями записываешь. Ну, мне кажется, она плюс-минус будет похожая. Просто у меня другой опыт. Все. Ну вот программа плюс-минус. Естественно, там будут какие-то навыки, большое количество времени уделено от начала и до там самой процедуры все. Ну, это просто надо перечислять программу, что ли. То есть я не знаю, блядь, Я понимаю, что я сделаю более качественный продукт просто сам по себе. Потому что, ну, правда, я не знаю, я умнее. Другое дело, что я ленивая, там, у меня нету столько энергии, конечно. Не знаю, блядь, вот это отрежь все, это хуйню я несу вообще. Что сказать? Да я не знаю, ты скажи мне. То есть ты делаешь такой же продукт, как X10? Ну, Такой же явно, продукт. блядь, не такой, как... Так, хорошо, тогда расскажи отличия. В чем отличие? Ну, ты же будешь позиционировать это потом, ты будешь это продавать аудитории. Это в чем отличие? В глубине. Просто в глубине набор знаний плюс-минус для базовика одинаковый. Просто другое дело, насколько поверхностно. То, что, например, если Полина Зонтак преподает химию на одном из курсов, то мама не горюй, надо бежать в противоположную сторону. Если человек выбрал недохимика, вообще человека, который несет бред, как это, околохимический, просто дичь, и он не распознал его. Вопрос к его компетенции. Да, вопрос к его мозгам вообще, в принципе, компетенциям во всех областях, ко всем приглашенным специалистам после этого и к самому этому специалисту. То есть, если она научилась штриховать неплохо, это не значит, что она всеобъемлющая, мудрая женщина с огромным опытом, которую надо слушать, открыв рот. Знаешь что, меня всегда приходит в голову Ольга Бузова. Она же тупая, как пробка, но при этом... Мне кажется, она за эти годы уже, она просто играет роль, она уже не тупая. Она, по-моему, там, насколько я знаю, это такой имидж, типа, А как зачем? с дурочки. Ну, потому что аудитория такая идет на нее, она зарабатывает бабки. Мне кажется, ты сядешь с ней поговоришь и офигеешь, что там все есть. И мозги, и книжки читала, и она с красным дипломом закончила и школу, и университет. Я думаю, там все прекрасно. Пэрис Хилтон. Да, это вот типа вот А может быть такая же и Короб такая же? Может быть, я же не общалась. Может быть, она такая глубокая, книжки читала. Но по признакам косвенным, да, мы можем заявить, что... Но у меня только Полины Зонтак хватает, чтобы крест поставить. Проблема в том, что слабоумие и отвага. Это для того, чтобы стать успешным, вот на моей практике, тебе не надо быть умным. Да, я тоже недавно читала где-то. Тем более, наоборот, когда ты умный, ты начинаешь думать, а зачем прокрастинировать, там что-то, а вдруг это не нужно, а что подумают, а я, может, не достоин это делать. А там нет сомнений вообще. Попер, как танк, и все. Про позиционирование курса непонятно. Короче, ты будешь делать такую же программу, как у Кора, плюс-минус, ну, условно. Или Миры ты смотрел курсы? Нет? Хотя бы программу, нет? Ну, программа там какая-то висит, но она не раскрыта. У Короб раскрыта там побольше, там много всего. А у этой нет. Ну, какие-то заголовки. Ну, то есть у тебя вырастет человек в доходе после твоего курса? Я точно вырасту. Короче, ну, насчет в доходе. Я думаю, что есть вариант, что я проиграю даже эту войну, потому что я же не буду учить, как обработать и наврать. Я же не буду учить, как отфотошопить свои работы. Я буду учить, как правильно сделать. И вот тут вот тонкий лед для меня. Я могу провалиться просто и потом сказать, да идите вы все нахер, не буду я делать эти курсы, потому что вы не учиться хотите, а вы хотите обманывать людей. Потому что сейчас то, что происходит, ты же понимаешь, что они ничему не учатся, они просто учатся, как красиво сфотографировать стрёмную работу, уродливую, но зато потом ее так обработать, что выглядит продаваемо. Как она говорила? Дорого. Не, недорого. Не экономически. Коммерчески. То есть
А это такой, блин, вот мы вообще затеяли эту, зачем сейчас передачу? Затем, чтобы донести до людей, что тренерский курс их не озолотит. И что они, скорее всего, обосрутся, сядут в лужу просто. Даже если у них там несколько человек к ним придет обучиться, они потеряют сарафан, они не будут развиваться. Все, что они научились делать, это фотошопить свои там слабые работы. И они никуда не вырастут. И тем более сейчас тренеров просто, не знаю, не сотни уже, а тысячи. Они на каждом углу сидят, и никто вообще не уникален. Никто не выделяется из этой толпы. И они все обосрутся. Нет, понятно. А человек после твоего тренерского курса, как ты думаешь, он средний человек, который полностью его пройдет, у него увеличится доход или нет? Вот сразу после курса. Сколько, кстати, он будет длиться, не знаешь? Я думаю, полгода, да. Вот, например, там я, Маша Иванова, я работаю в Твери, я прихожу на тренерский курс. Тверь это не так далеко от Москвы. И прохожу твой тренерский курс, понимаю, как структурно готовить программу, получаю, возможно, материалы, которые буду передавать студентам, брендовать, делаю упаковку, все, что нужно для того, чтобы стать тренером. И прокачиваю одновременно свои навыки, понимая, как искать ошибки у своих студентов будущих. 100% она вырастет в мастерстве, зная тебя. То есть она прокачается, 100% методологически ты будешь лучше. То есть, грубо говоря, результаты продуктовые будут лучше. Но станет ли она зарабатывать, условная Маша, больше или нет? Твое мнение, это же ты ощущаешь это кожей. Я думаю, будут люди, которые станут зарабатывать больше, и будут люди, потому что мы же будем большой упор делать на медийку, там очень глубокий пласт, потому что я сама по себе кейс, я знаю, как это, и ты же будешь помогать мне, со стороны продюсера, своего опыта продюсера. Люди, у которых есть харизма, мозги и мастерство, они могут выстрелить очень сильно. Основное количество, просто станут лучше как мастера. Все. Я считаю, что они ни на одном тренерском курсе основное количество людей не выстрелят. Только если они не будут, не экологичны, если они не будут обманывать, фотошопить в этом случае. Только они могут начать зарабатывать. Я правильно понимаю, что тренерский курс – это когда мастер заебанный, уставший, клиенты вынесли ему все мозги, у него нету нифига денег в своем Зажопинске, ему обещают золотые горы, машинопад, квартиропад, и он такой: все, я иду на тренерский курс, меня эта участь заебала, и идет на тренерский курс. Вот в этом и его основная история, в надежде заработать больше денег и перестать присмыкаться перед клиентами, а наоборот, чтобы присмыкались перед тобой. Я думаю, что надо у них спрашивать, во-первых, не у меня. У них прям у самих, что они хотят и зачем они идут туда. Если кто-то смотрит нас, напишите, если кто-то смотрит. Ау, есть кто-то живой. Ты как будто мы в прямом эфире, да? Как «Я легенда». Я дам вам кров. У меня есть еда. Если вы хотите на тренерский курс и прямо сейчас вы рассматриваете, выбираете, может быть, куда пойти, к кому пойти, расскажите, что вами движет. В этом ничего зазорного нет. Нам действительно надо понять, какая мотивация. Я просто что хочу сказать, что тренерский путь – это не полгода даже обучения. Ты же понимаешь, что это нужно реально создать и Инстаграм новый, потому что только что он был клиентский, их нет смысла смешивать, и там YouTube, и ВКонтакте, короче, все соцсети задействовать, и снимать обучающие ролики, и быть открытым, и в прямые эфиры выходить, и медийность прокачать, и только тогда ты станешь тренером, и вообще, наверное, выделиться, наконец-то, выделиться просто из толпы, потому что сейчас все делают эти растушевки одинаковые, плоские, широкие. Можно настроить рекламу, я думаю, и это тоже путь. Если у тебя есть реклама, если у тебя есть упаковка, если у тебя нормальный продукт, и люди заходят, прикольно, я хотела давно стать мастером, и теперь мне можно это сделать за 35 тысяч рублей. Но там проблема в том, что стоимость привлеченного клиента будет постоянно расти, потому что через рекламу самый простой заход. И люди будут залетать туда, и конкуренция, а там конкурентная цена. Чем больше участников, тем больше аукцион. И чем больше участников аукциона, тем выше цена. Поэтому Лена говорит, наверное, про то, что нужно выходить на другие позиционирования, менять позиционирование и выходить на какие-то другие рычаги воздействия на свой бизнес. А это, наверное, только медийка сейчас у нас есть.
вариантов Ну, нет. можно через конференции залетать, можно пару раз заплатить, чтобы тебя взяли, а потом тебя будут приглашать. Ну, Так это не это точно. работает. Ну, это тоже не точно, да, потому что, опять-таки, на конференции, если все придут с этими плоскими растушевками, ам, никто не поедет на такую конференцию. То есть им нужны какие-то разные специалисты. Как быть? Про конференцию у нас отдельный разговор, мы поговорим, но мы же общались с Лидой, которая организовала ВУЛОП в Америке. Она же какой критерий поиска спикеров у нее? Какой? Охваты. Я очень улыбалась каждый раз на конференциях, видя псевдоохваты. Это же накрученные, почти всегда это накрутки просто. И Они этого не понимают. я не понимаю, как это работает. То есть для них нужна медийка, для них нужно, чтобы на мастеров шли. У тебя, кстати, расскажи людям про то, что ты едешь в Дюссельдорф, если сделаешь визу. Да, я еду в Дюссельдорф. А зачем, объясню? Зачем мотивация? Гринка есть. Нахер тебе нужен этот Дюссельдорф? Ну, надо пигменты продвигать. То есть ты из-за рабочей истории поедешь только? Да, я думаю, что последние 2 года мы вообще не занимались пигментами, они просели, и я хочу, чтобы попробовали, посмотрели. Там будет одна из моих учениц уже, получается, она прошла курс как свои, и там она тоже будет судьей, и даже, может, покажет процедуру. Должна была быть еще одна, но она отвалилась. Ну, пигменты в основном. То есть ты не едешь встретиться с подружками в Германии, не твоя основная цель, это рабочая поездка все-таки? Ну, даже если они не смогут, я все равно поеду. Ну, это понятно, но я имею в виду, что это развлекуха для тебя или все-таки рабочая больше история? Я думаю, что если бы меня позвали куда-нибудь, где моих подружек нету, с 90% вероятностью я бы не поехала. Просто здесь совмещается, мы, получается, со времен ковида не виделись вообще потом этот мой переезд. И да, и я еду в страну, где живет одна моя подружка, а второй туда приехать вообще без проблем. И это, наверное, реально 90% почему я поехала, согласилась. Ну, получается, что тебе сделали как спикеру бизнес-класс оплатили, тебе оплачивают отели, трансферы, и все это из-за медийки, потому что если тебя анонсируют в качестве спикера, в качестве кого ты будешь, кстати, судья, спикер? Да, и судья, и спикер. Ты судить тоже будешь? То к тебе приедут просто из Германии пофоткаться с тобой. Ну, там мне уже писали даже. Там девочка написала так интересно, что каждый вечер в 22:22 я буду загадывать желание, чтобы ты приехал. Милота. И это привлечет трафик. Ну да, они готовы платить за мой бизнес-класс, потому что из Америки в Европу я не полечу 10 часов, сидя на табуретке. Просто, ну, зачем мне это? Возможно, я бы полетела, не знаю, 1,5 года назад, когда мне это было нужно там для грин-карт. Сейчас я не полечу. И они готовы оплатить бизнес-класс, лишь бы я приехала, потому что на меня, как на наживку, приедет какое-то количество людей. Когда ты последний раз летала экономом больше, чем, например, 3 часа? Чего ты хочешь хвастаться? Нет, просто мне интересно. Когда? Давно. Человек, который не летает эконом. Так и скажи, я не летаю экономом. Я обожаю бизнес-класс просто. Я не знаю, почему-то так люблю ужасно. Больше, чем сумки. Расскажи тогда, вот если человек хочет записаться прямо сейчас, вот прямо у него жопа горит, он такой, я хочу. Что ему делать? Да. Сколько он будет стоить? Не знаю. Ну, есть же понимание, давай за 10 рублей продавать. Ну, я думаю, может быть, первый можно 100 000. За 100 000 рублей. Ну, грубо за $1000. Я думала, знаешь, о чем? Чтобы там было 2 опции. Одна из них, чтобы была как на курсе «Как свои», когда не пропускают. И вот вторая опция уже будет дорогая, писец. То есть в 2 раза дороже должна быть. Потому что если ты хочешь реально и стать сильнее тренером, тебе должны и обратную связь давать по всем вообще там урокам. И если ты хочешь стать мастером, и, между прочим, медийку прокачать мастеру, это тоже круто. Помнишь, как ко мне ехали? Ой, я как в телевизор попала. Помнишь вот это? Им было круто, они вообще были на все согласны. Не дай бог, я их там не приму. Получается, что ты училась, потому что у тебя был я.
которая тебя не училась, ты продвигала свою медийку и прокачивала? Потому что ты меня заставлял. Расскажи это, мне интересно. Я не помню, что я тебя заставлял. У нас, по-моему, все было по обоюдному согласию. Да, конечно. Расскажи. Знаете, ты же будешь обижаться сейчас. Не-не-не, рассказывай. Харви, блин, Вайнштейн. Не-не-не, рассказывай. Просто это... Не, наверное, не Харви Вайнштейн, потому что этот упырь просто вообще нельзя сравнивать. Ты, может быть, знаешь, кто? Кто «Трансформером» снял? «Трансформер». Бэй, по-моему, Майкл Бэй. Да, про него же говорила Меган Фокс, что он как Гитлер просто. Вообще на съемочной площадке все должны по струнке ходить. Ну, короче, там какая-то же... Ну, короче, там какой-то скандал у них был даже. Она его с Гитлером сравнила. Но как бы ты не Гитлер, но жестокий был. Ты не помнишь этого? Я не помню, расскажи. Как ты выжигал мне глаза светом, а потом, когда... Ну, короче, рассказываю. Блин, это отдельное надо видео делать. Да давай в рамках этого уже бонусом дадим. Мне кажется, оно смешно. Ну ладно. Долго он меня заставлял сниматься. Я отказывалась. Это еще началось даже в первом салоне, где мы с Ленкой работали, я помню. Это первое видео, где я молчу, а ты с этой камерой лезешь, а я там от тебя злобно отмахиваюсь, с таким лицом сижу, но я ничего не говорила, ты просто снимал. И там, ты когда увидел количество обратной связи на это видео, мы же первые были, кто начал снимать, помнишь? Ты тогда решил тотально меня начать заставлять. 2 года прошло. Да, ну да, пилил, заставлял. И я помню этот день, как сейчас просто. Заставлял. То есть, еще раз. Ну, разговаривал, говорил. Аргументировал. Говорил не заставлял. бесконечно. Да. Ну, ты как, если бы заставлял, то, наверное, заставил бы в тот же день, да? Ну, вот говорил, что надо. Я отмахивалась, отнекивалась. Но видимо, какая-то критическая масса наступила. Я помню, ты вечером в студии, когда все ушли, вот уже на юбилейном она была, поставил зачем-то, кушетки, на них посадил этот мешок, в мешок посадил меня и поставил камеру и стал задавать мне вопросы. Я должна была на них отвечать, а ты стоял возле камеры. Я помню, пунцовела моя морда. Я помню вот этот рот, как в «Матрице», который просто склеился, я не могла выговорить эти слова. Потом, я помню, ты посадил Куцеволову ко мне на каком-то из видео, тоже вот, буквально первых. И на фоне того, что она тупила еще больше меня, она вообще была просто... Она уже умерла, помнишь? Да, она еще какую-то вообще там показалась во всей красе. Мне стало легче, что я там уже поржала, расслабилась. Ну и дальше больше. Но просто когда, например, я помню, когда у меня болело горло, а ты был в настроении снимать. Я говорю, Дима, я болею. Там это видео есть с красными глазами. Вот так вот разговариваю. А просто мы запланировали съемку, уже стоят эти все камеры. Вот надо снимать и все. Я это делаю модель, эту процедуру, что-то там хриплю. Сейчас, конечно, во времена постковидные это звучит вообще невероятно. Я помню, когда ты меня сажал на стульчик и на меня наставлял эти все осветительные оборудования. Мы же тогда еще, не знаю, не знали, что надо, да? Или денег не было, я не помню. Я наставлял. Было жарко, я потела. Оно было горячее. Значит, первое осветительное оборудование, которого ты вот так страдала, это был прожектор фасадный. Строительный прожектор из Leroy Merlin. Я его купил, потому что он стоил, по-моему, 1000 рублей. 1 киловатт. И он такой свет давал резкий. Нет. Это другой горел? Да. Потом я сел, я понял, что... Когда потом? Когда я сняла уже дохриллион видео, и Виталик еще ко мне приезжал, тоже вот там сидел вот так вот. Мы с ним 2 сидели вот эти вот как... пытались глаза сберечь от этого и выжигать. Ложные воспоминания. Нет. Я закончу. Дальше я купил софтбокс, потому что я прочитал, что, оказывается, источник света должен быть большой, у него должен быть большая плотность. Я купил софтбокс, и внутри стояла какая-то, по-моему, галогеновая лампа. Когда ты ее включал, у тебя температура поднималась в помещении градусов на 10 сразу. Да, и то есть мы поработали с этим софтбоксом какое-то время. Я тоже потел, извини, операторов у нас не было, не держали мы тогда операторов. Я работала же еще, да, а ты стоял просто. Как я выше, там же жарче. И после этого я понял, что нужно инвестировать, хотя тяжело очень. Заставить себя. Казалось бы, не нужно, оно тогда еще не приносило ничего. Мы вложили в оборудование, наверное, больше 1 000 000 рублей. То есть вот 3 камеры,
объективы, микрофоны, свет. Ой, да не считай, сколько мы вложили вообще за все это время. Я к тому, что был момент, когда у меня есть особенность. Я не могу повторять чужие слова. Я просто не могу. Я переставляю слова местами. У меня какая-то что-то типа дислексии, когда я по-странному строю предложение. Это не слышно в прямой речи, никто не замечает, всем норм. Но если мне нужно повторить вот какую-то, я помню, ты мне говорила, рекламную вот речь короткую, минутную буквально, я не могла ее повторить. И ты тогда пришел и сел рядом со мной, чтобы ее, самому сказать. Иди сюда сам попробуй, это тяжело. Ну ладно, у него вообще нет проблем, он сел, но понял, что в этот момент, типа, ты мне еще говорил, что ты глаза, что у тебя лицо злое, ты мне говорила, а сел когда сам такой, о, это же невозможно. И купил тогда ты другое оборудование, вот. Ну, хорошо. Это вот прожектор был. Ну, хорошо, еще раз, ты выставляешь так, как бы мы такой Садист. Срач такой семейный. Ты выставляешь, как будто я тебя прям заставлял, за холку брал. Да, за руку брал, сажал, заставлял. Нет. У меня одни воспоминания. Нет, я мог тебе сказать, нам нужно снимать, ты же, да, снимать надо. Я еще помню, и когда тебе в руки попадал телефон с прямым эфиром, и пиздец наступал. Что бы у меня там не получалось, все же хотят выглядеть хорошо. И у всех бывает не прет вообще, какое-то говно получается, кровища течет, все отекло вообще, ничего. С твоим студентам надо знать, что бывает так тоже. И я не могу сказать, выключи это, не могу ругаться, ничего вот этого делать. И я сижу и начинаю... Это было, кстати, очень хорошим уроком. Я тебе хочу сказать спасибо. Стрессоустойчивости добавилось. И я в тот момент поняла, что в этот момент, когда у меня что-то не получается, у людей за камерой то же самое также случается, не получается, они не знают, что делать. И я говорю, вот тогда вот так, пробуем вот так. Вот, в итоге как-то ты все равно доделываешь. И вот эта нереалистичная картинка, и она до сих пор, кстати, не изменилась. Мне кажется, я единственный мастер, который говорит, я заглубляюсь. Да, я постоянно заглубляюсь, потому что у меня перерывы большие в работе. Если я не тренируюсь много часов перед этим, я сяду и накосипорю. И это нормально. Или у меня там бывает, что ты работаешь, что-то пошло не так вообще, отеки там или, не знаю, криво получилось. У меня тоже так бывает, и это нормально. Идеально не бывает. А все вот сейчас пытаются выставить свои вообще стрёмные работы идеальными. А я, наоборот, хорошие работы показываю в неидеальном свете, и своих амбассадоров, и учеников этому учу быть честными. И я помню, мы с моей подружкой Кэмбат, она тоже мастер, обсуждали, да как же он это делает, или она, вот там этот мастер, поехали смотреть. И я говорю, когда ты смотришь Инстаграм и думаешь, как, это работает, почему так идеально у меня прокрасить не получается, почему так круто. И ты едешь, приезжаешь и понимаешь, что там все то же самое, что там вообще не лучше процедура, чем у тебя. Просто там кто-то ее подмазал перед фото, если это губы, подмазали, чтобы они были бархатистыми. Не стирайте, типа там, как говорил там один из мастеров, не стирайте краску, а подсуньте ватку, там еще что-нибудь, когда фотографируете, чтобы симметрия. Тяните века. Да, это началось уже тогда, когда я ездила по мастер-классам. Это вызывает комплексы неполноценности у мастеров. То есть ты, если сидишь, ты такой, у меня так не получается, ты же видишь свои работы, и там в Инстаграме. Все почему-то все еще до сих пор считают, что в Инстаграме все чистая правда. И прутся, и едут, и учатся без конца, потому что никто правду не говорит, что все это просто обработка, удачные ракурсы, изменяют формы вообще. Сейчас просто... Когда мы начинали, телефоны были похуже, программ столько не было, и было сложнее врать. А сейчас это просто... Тогда помнишь, когда этого мы, Гончарова, как его взяли? Тогда еще даже не было всяких этих фейстюнов. Он в фотошопе вытягивал для дубовик работы, чтобы она выделилась из толпы мастеров наших. Это было довольно сложно. То есть взять и фотошопом не все владеют. А вот когда появился фейстюн и прочие программы, сейчас просто море по колено всем трэшоделам. Я был Харви Вайнштейном, Гитлером, насильником. Выясняется, что ты мне очень благодарна. Да. Выясняется, что, в общем, я не очень насильник-то, я просто требовал исполнения обязательств. У меня просто, да, если я помню, я пообещала, я должна, и я прихожу, я помню, думаю, может он забыл сейчас. А нет, смотрю, стульчики ставит.
И надо будет сесть. Особенно я ненавидела сидеть на стульчике и отвечать на вопросы. Почему-то мне было это тяжелее всего. Просто процедуру делаешь, ты как бы делаешь то, что ты умеешь, и рассказываешь одновременно об этом же. Ну, тяжелее немножко саму процедуру делать, но это же надо было сидеть, что-то вот мысли сформировать в связанные там предложения, с чем у меня вообще нелегко было всегда. А расскажи про первые ощущения, когда ты вышла в прямой эфир. Тогда мы полностью просрали Инстаграм, потому что мы считали, что плоди говно и безвкусие, ВКонтакте рулит, Инстаграм вообще не работает, там одни тупые. И мы пропустили тренд Инстаграма. Помнишь? Ну, да, какое-то время. И мы на болезненном вот этом, на синяке от того, что мы пропустили Инстаграм, много времени уделили Перископу. Да, это, кстати, утопичная такая платформа. Ну, там все равно те люди сидели, они перетекли потом. Тебе, я имею в виду, тебе было страшно вести прямые эфиры на большое количество людей онлайн или пофигу? Было ужасно страшно. Да. Ну, знаешь как, когда я делаю процедуру, а ты снимаешь и с ними болтаешь, мне было, ну, болтаешь и болтаешь, ты же с ними ведешь там диалог, и все, меня со стороны показываешь, ну, я работаю, все. А вот когда я начала в Инстаграм вести прямые эфиры, просто, не знаю, до дрожи в коленках просто. Как это вообще включить камеру, на себя направить, и люди придут смотреть на тебя и с тобой общаться, когда ты даже процедуру не делаешь, а просто болтаешь. Это было... Не знаю, как объяснить. А кто тебя... Я тебя заставлял тоже? Или как ты к этому пришла? То есть у тебя страх, ты пошла через страх. Я не помню, что я тебя заставлял. Я тоже не помню. Вот. Мне кажется, заставлял. Всегда ты это был. Ну, правда, это когда тебе тяжело и страшно, ты сам себе хрен заставишь. Поэтому я думаю, что ты мне говорил, вот смотри, вот надо вот это сделать. Ну, когда-то села, сделала, оказалось не так страшно, как мне казалось. Расскажи, как ты сейчас относишься к прямым эфирам, к общению с подписчиками, к ответам на вопросы. Вообще, какие эмоции ты испытываешь сейчас? Я пережила большой спектр эмоций. В первое время я была в обмороке от того, что в принципе на меня смотрят. Еще и тогда я пока раскрылась. Вначале у меня немного было смотрящих, потом больше, там под 2000 доходило, когда до блокировки Инстаграма было. Там 1800 было на пике, например, если я предупреждала. И это меня, конечно, потрясало. Там было очень активно, очень много вопросов, очень круто. И я начала кайфовать. А вначале я была в ужасе и в обмороке, и в ступоре из-за этого. И тупила, мне кажется. А потом, когда я привыкла, я начала кайфовать, потом пришла волна раздражения от одних и тех же вопросов, от тупых этих вопросов. Да, типа я вчера только что это говорила. Да блин, ну всякая херня, ну какие-то такие, блин. Мне начало казаться, что я уже все рассказала, я повторяться начинаю. И мне хотелось новых интересных тем. А я понимаю, что люди-то каждый день разные смотрят. Это сейчас я понимаю. Тогда я начала раздражаться, я помню... Я начала чувствовать, что я как будто клоуном становлюсь, что я как будто должна развлекать. И мне это начало прям бесить. Я помню, я одно время, по-моему, вообще перестала выходить в эфир. Потом я это пережила, и потом началась блокировка. Ну, на самом деле сейчас, когда я выхожу в прямой эфир, и там 100-150 человек у меня находится, раньше было 1,5, и было вообще типа, ой, я такой крутой. Это же маленькая ниша, я понимаю, что я там не блогер-миллионник, у меня каких-то там 50 тысяч людей тогда было меньше. Это, кстати, много прямых эфиров я начала вести после того, как нас же кинули партнеры, правильно? И это был нулевой Инстаграм еще, я его только набирала, потому что у нас же все взломали, помнишь, ни хрена не было. И надо было с нуля все начинать. Я почему не могла на большую аудиторию рассказать об этом всем? Потому что все взломали к херам. И я начала кайфовать и заряжаться, короче. В итоге сейчас, когда я общаюсь в Инстаграм, ну, не всегда такое бывает. Бывает иногда, что ты такой какой-то... Я тогда быстро прекращаю. А так я могу и 2, и 3 часа вести Инстаграм, потому что они что-то такое пишут, они так искренне интересуются, помогают. Сколько вообще людей мы встретили через Инстаграм классных вообще. Просто мы дружим с людьми уже сколько. И я начала быть какой-то благодарной, что ли, этой не платформе даже, не самому Инстаграму, а тем людям, которые на меня смотрят, мне вопросы задают, мои товары покупают, со мной встречаются в каждом городе, куда я не поеду.
Помогают реально круто, потому что когда мы вот сюда в Америку переехали, каждый день ходили в гости, вспомни, охренеть. Это город, о котором мы даже не знали, что штат такой существует, пока я его не выбрала. Ты же тоже, да? Это я сейчас замечаю в фильмах, Северная Каролина. Раньше я не слышала этого. Я знаешь, к чему? У тебя... Я помню эти вопросы, потому что я тебе их задавал. И я видел раздражение, да. Список этих вопросов. На какой скорости работаете? Какой вылет иглы? А почему у меня брови сереют? Почему брови сереют? Почему у меня сразу после процедуры нормальные, через месяц заживают нормальные, а потом на ваших пигментах через год приходят серые? Блин, да, это была ошибка большая, не продавать пигменты. Потому что, помнишь, мы много ошибок совершили. Не продавать пигменты мы до 2016 года или 2018 даже. Нет, 16-го. Мы продавали только студентам. Только в школе ты обучился. То есть, если я показала, как работать, я показала, как не запарывать, не заглубляться, и вот уже студентам можно работать и им продавать. Это была ошибка тоже. Мы потеряли рынок и могли бы стартануть с других позиций. Вопрос, ладно, давай вернемся к тренерскому курсу. Вот человек смотрит тренерский курс, Голгофа, он мечтает быть на кресте распятым, в общем, все сложно, он понимает, что курс будет тяжелый, а не вот эта легкая прогулка с весельем в конце, что будет прям жесткач, хардкор. И он хочет купить его. Когда стартует этот курс? Я думаю, в марте. В марте. Мне кажется, что до марта мы справимся. И нужен сайт, получается, куда отправлять, предоплаты получать. Сейчас пока даже некуда отправлять. Вопрос. Если человек напишет в комментариях, что он хочет на тренерский курс, а ему напишет поддержка, и он внесет предоплату, там, допустим, $100, будет ли у тебя бесконечное количество мест на этот тренерский курс? Сколько там может учиться вообще? Но если мы сделаем все-таки разделение, то там, где будет с куратором, там, не то, что с куратором, кураторы будут 100% и будут и помогать, и подсказывать, и направлять, и все такое. Но если они хотят именно мастерством овладеть, и именно прям правильно снять и правильно сделать, то это будет маленькое количество людей. Ну сколько? 50, 100, 200, 400, 1000. Сколько? Я не знаю. Надо кураторов найти. Сколько ты сможешь обеспечить текущими кураторами? Ну, например, силами мастеров, которые у нас есть, амбассадорами. Сколько людей сможешь вытащить? Человек 50, мне кажется, не больше. Не больше 50 человек? На вот том, который... Жесткий, хардкорный. Короче, если вы хотите попасть в хардкор, пишите тренерский курс под этим видео, и с вами свяжутся, напишут в директ, в личку или ответят на комментарии наши агенты поддержки, которые расскажут, что делать. А если обычный, то тоже пишите? Да, пускай пишите тренерский курс, там, собственно говоря. Потому что обычный это где будет собрана информация, где будут помогать направлять, но не будут требовать, чтобы было на 5 выполнено каждое задание. То есть там уже на усмотрение каждого. Да, если вы готовы, вносить предоплату на этот тренерский курс, пишите. А может, вообще вам это не нужно. Тоже пишите. Напишите, что нам это нафиг не нужно. Это Голгофа, мы хотим ништяков. Ну а как вот сейчас я переобуюсь? Я не переобуюсь. Как я переобуюсь и скажу, что там будет вообще у вас будут X10 машины, квартиры, и вы станете миллионерами? Я же понимаю, что так не будет. Я же понимаю, что так будет у единиц. Я же честная. А у каких единиц, кстати? Вот у тебя есть история, сколько уже как свои идет у тебя? 2 года скоро будет? Ну, первый год шел один курс, он целый год шел, это тоже была ошибка, конечно. Вот, сколько студентов прошло уже сотни? Будет 6-й поток. Сотни прошло уже. Несколько сотен. Ну, я в амбассадоры кого взяла, я считаю, это прям сливки. Я думаю, что еще какое-то время поработает, еще, может быть, человек 10 зайдет в амбассадоры. То есть они сами должны подкачаться, прокачаться. А доход изменился вообще? Ты вот с амбассадорами не общалась после курса как свои? У них вырос чек? Они оправдали участие это или нет? Ну, с теми, с кем общаюсь, да. Да? Да. Они говорят, что вырос чек? Да. Мастер-классы начинаются. То есть, что круто, что я же даю возможность после вот этого онлайн-курса
оффлайн пойти к кураторам. И вот у них сейчас начинается. У Саши постоянно мастер-классы. Саша самый старый, опытный. Света вот написала, там сейчас толпа хочет к ней на мастер-классы. Ну, то есть прям нормально все. Круто. Ну что, блин, мы заболтались мы сильно А с это, тобой. между прочим, мастер-класс очный, это вообще другой чек. То есть это прям самое, наверное, интересное, кстати. Не какое-то базовое обучение, а короткий мастер-класс, где ты руку поставил с высоким чеком. После обучения уже. После обучения. Причем, когда тебя с полуслова понимают. Это самое крутое. Окей, да, мы поговорили, завершаем. Такой тяжелый, долгая тема, я накидал кучу тем. Я тебе говорю, каждая из них будет отдельно. Да, это куча подкастов.